канале Viva Decor, и сегодня я покажу вам, как просто сделать красивое декоративное дерево. Это будет новогоднее дерево, но на основе этого мастер-класса вы уже сможете делать весенние, зимние, летние, осенние деревья для украшения свадебных банкетных столов, для оформления помещений и просто для души, чтобы оно радовало глаз, ваш глаз, глаза ваших близких в вашем собственном доме. Для того, чтобы сделать красивенное декоративное новогоднее дерево, вам понадобится в первую очередь его основание, металлопластиковая труба. В данном случае длина и размер не имеет значения. У меня около 40 сантиметров. Декоративные веточки, которые вы можете заказать в магазине для декораторов. У меня они зеленого цвета, поэтому мы будем также использовать серебристую краску, потому что я хочу, чтобы мое дерево было серебристым. С горячим клеем, а как же без него? Ни одна поделка без него не обходится, по крайней мере у меня. Ножницы, глиттер, серебристая краска, тоже есть такая склонность к золотистому, серебристому, как, наверное, и у многих из вас. И вот такие вот декоративные веточки, которые я заказала в интернет-магазине для декораторов. Они там были только зеленого цвета, а я хочу, чтобы дерево было серебристым, поэтому мы будем покрывать их краской. Еще на моем рабочем столе вы также можете увидеть белку, которая вся здесь в ожидании нового дерева, но боюсь, размер этого дерева ей не подойдет, и мы сделаем для нее в следующий раз что-то посерьезнее, 2 метра так высотой. Оставайтесь со мной, приступим к нашему мастер-классу. Итак, в первую очередь мы берем трубу и покрываем ее горячим клеем, имитируя кору дерева. Получается настолько натурально, что вы даже удивитесь. Берем трубу, пистолет с горячим клеем и начинаем декорировать нашу трубу вот такими вот движениями. Я не буду вас долго утомлять показом всего этого процесса. Я думаю, когда вы начнете делать самостоятельно, быстренько разберетесь, как это все легко и просто сделать. Трубу сделали. Теперь, пока она подсохнет, мы сделаем основание для нашего дерева. То есть мы вот делаем такую заготовку, такой диск из горячего клея, куда мы будем вклеивать трубу. Еще могу посоветовать воспользоваться как вариант силиконовыми формочками, если у кого-то есть. И в случае работы с силиконом извлечь диск будет гораздо проще. Клея нам понадобится достаточно много. Сначала мы делаем один слой клея, где-то толщиной около 7 мм, и даем ему остыть. Потом мы вставляем туда нашу заготовку ствола дерева и покрываем еще раз таким же приблизительно слоем клея, может чуть меньше, для того, чтобы наше дерево стояло надежно. Вариант вы также можете использовать для создания такого дерева вот такие вот подставки. Но я понимаю, что они не у каждого есть, и поэтому в первую очередь предлагаю вам вариант с основанием в виде клея. С такой подставкой работать очень легко, просто на нее одевается труба соответствующего диаметра, и уже половина работы сделана. Пока наш ствол и его основание высыхает, я беру декоративные веточки, серебристую краску и отправляюсь в проветриваемое помещение менять им цвет. Такой момент. Если вы не можете найти такие декоративные веточки в магазине, пишите мне об этом в комментариях, и тогда я сниму для вас мастер-класс, как сделать подобного плана веточку, и вы сможете делать их самостоятельно. Так я вытащила заготовку из этой крышки. Надо сказать, это было не очень просто. Лучше все-таки, когда бортите поменьше. Имейте это в виду, когда будете делать. И вот такая вот у нас получилась заготовка. Итак, наш ствол готов. Разве что мы его еще дополнительно покроем глиттером, чтобы было мерцание. Веточки также готовы. Они подсохли. И теперь мы их будем крепить к столу. К стволу. Простите, к стволу. Крепить наши покрашенные веточки мы будем непосредственно в отверстие внутри трубы. То есть будем наносить на них клей и закреплять. Из этих заготовок мы, в принципе, смело можем сделать елочку. Но мне хочется сделать что-то более необычное, поэтому приступаю
к приклеиванию. Прежде всего нам будет собрать все веточки в пучок, так вот связать их между собой, закрепить их клеем и уже сам пучок непосредственно вставить в трубу и потом разровнять наши веточки. Сейчас я этим и займусь. Знаете, я для большей надежности решила еще их скрепить тейп-лентой. Потом на нее нанесу клей и уже буду непосредственно этот букетик вставлять в отверстие трубы. Так вот, вставляем и закрепляем. Вот такое у нас получилось красивое зимнее дерево. В общей сложности около полуметра. Здесь ветки смотрят вверх, можно их так и оставить. Кому больше нравится вниз, можно их загнуть вниз. Вот сейчас я вам продемонстрирую второй вариант. Можно расправить веточки во все стороны. Это такой вариант у нас пальмы получился новогодний. В третьем варианте веточки смотрят вниз. Я думаю, каждый найдет для себя то, что ему нравится. У меня есть в наличии вот такие шишки, я не покупала их специально, но я думаю, они прекрасно подойдут для того, чтобы декорировать основание нашего дерева. И еще, что касается основания, хочу вам дать совет. Чем больше диаметра будет у вас этот диск, и чем он будет тяжелее, тем надежнее будет стоять ваше дерево. Поэтому, когда вы будете делать такую декор, имейте это в виду. Так, вот наши шишки. Мы их тоже побрызгали серебром и посыпали глиттером. Вот как после глиттера заиграл сам ствол дерева. Немножко глиттера не помешало и веточкам. Наше дерево оказалось действительно маловатым для белочки. Планирую снять мастер-класс по изготовлению большого 2-метрового дерева. Так что подписывайтесь, следите за новостями. Отдельное спасибо хочу сказать за ваши лайки, они вдохновляют. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня был со мной. Надеюсь, информация этого мастер-класса была для вас также интересна и полезна. До новых встреч, пока-пока! Поздравляю всех с наступающими праздниками, желаю неисчерпаемого вдохновения и успехов в наступающем 2020 году.